Что Чингук скрывал все это время? Зачем он лгал миру? Его шокирующее признание о Тэхёне потрясло ARMY по всему миру. Узнайте ответы на скрытые знаки, молчаливые моменты, которые теперь обретают смысл, и важные решения, которые никогда официально не объявлялись. Оставьте комментарий. Поставьте лайк и подпишитесь, если не ожидали такого. Может ли счастье человека быть построено на лжи? И если ответ «да», то можно ли понять ложь, когда на кону личная любовь и мир? Этот вопрос резонансно обрел мир, когда Чингук наконец признался в том, чего никто не ожидал услышать от него напрямую, что все это время он лгал всем. Не из ненависти, не из-за манипуляций, а по еще более удивительной причине, чтобы сохранить свои отношения с Тэхёном безопасными и мирными. Эта история не появилась ни на пресс-конференции, ни в официальном релизе HYBE. Она возникла внезапно, неожиданно, когда Чингук заговорил из самых глубин своего сердца. Событие не транслировалось в прямом эфире, а было безмолвно записано глазами друга, который долго хранил историю, невыразимую словами. И когда Чингук наконец открыл рот, мир словно замер. Это необычное признание. Это взрыв истины, которая была похоронена годами. Все началось с маленького жеста, того, что армии не осознавали, что видели все это время. Коды, скрытые за сценическими движениями. Выбор текста, который так и не был объяснен. Взгляд, который длился дольше, чем следовало. Теперь кусочки пазла наконец складываются, формируя картину гораздо больше, сложнее и гораздо более захватывающую, чем кто-либо мог себе представить. В своем признании Чингук не только упомянул имя Тэхёна дрожащим голосом. Он признался, что была часть его жизни, которую он намеренно скрывал. Не потому, что хотел солгать армии, не потому, что не доверял им, а потому, что давление было слишком сильным, чтобы выдержать его в одиночку. «Если честно, с самого начала я не знал, что с нами будет», сказал он в эмоциональной записи, которая сейчас циркулирует в закрытых сообществах ARMY. Эта фраза звенела в ушах миллионов. Что это значит? Что на самом деле произошло между ними двумя? Почему эта ложь должна была случиться? И кто об этом знал? Многие подозревали, что это связано с тем, как HYBE формирует публичный имидж каждого участника. Но, что важнее, решение Чингука исходило от него самого. Он хотел защитить то, что считал самым ценным, не популярность, не богатство, а близость между собой и Тэхёном. Поклонники, которые следили за BTS с самого начала, знают, что Чингук и Тэхён больше, чем коллеги. Они лучшие друзья, братья и часто выглядят как две стороны одной души. Но чем ярче свет, тем сильнее давление, которое приходится оказывать, чтобы поддерживать этот образ. Есть вещи, о которых мы не можем говорить перед камерой. Не потому, что нам неловко, а потому, что мы боимся, что честность разрушит то, что мы любим, сказал Чингук. Когда он сказал «мы», стало ясно, что это не было односторонним решением. Тэхён был рядом, может быть, не физически, но эмоционально они были в одной лодке, плывя сквозь слухи, общественные ожидания и штормы, которые никто другой не видел. Признание последовало после серии странных событий, которые заметили фанаты. Несколько месяцев назад, когда Тэхён пропустил одно шоу, руководство сослалось на проблемы со здоровьем и расписание. Но после признания Чингука все изменилось. За этим стоял долгий личный разговор, без участия руководства, а только с участием их двоих, которые пытались защитить то небольшое пространство, которое мир не хотел им давать, пространство, в котором они могли быть собой. Чингук признался, что часто чувствовал вину перед армией. «Я знаю, что построил отношения с вами, ребята, на доверии, но как я могу объяснить то, чего боюсь даже я?» Он говорил о ночах, полных тревоги, боялся, что кто-то слижет его личные сообщения, боялся, что камера заснимет больше, чем следовало, боялся, что правда, которую он охранял, может все разрушить. Но в то же время было облегчение. Облегчение от того, что мир теперь знал, что он лгал не ради того, чтобы ранить, а чтобы защитить. И в каждом предложении одно послание было ясным: любить молча не значит быть трусом, иногда это единственный способ сохранить что-то живым.
Расширялись домыслы о реакции Тэхёна. Затем на закрытой фан-платформе появилось короткое сообщение: «Ты достаточно долго держал это в себе. Теперь позволь мне защитить тебя». Эти слова потрясли Арми. Не из-за того, что было сказано, а из-за того, когда оно появилось, сразу после того, как признание Чингука распространилось. Некоторые фанаты были разочарованы тем, что им солгали. Другие были опустошены, видя, насколько тяжелым было бремя для Чингука. Но большинство проявили огромное сочувствие, наводнив социальные сети поддержкой и сожалением о том, что не осознали этого раньше. Бывшие сотрудники анонимно подтвердили огромное внутреннее давление на BTS, связанное с необходимостью поддержания имиджевого баланса. Один из источников сообщил, что Чингуку и Тэхёну когда-то пришлось выбирать между честностью и стабильностью. Они выбрали молчание, опасаясь, что правда станет оружием против них. И теперь, когда один из них наконец заговорил, возникает вопрос: кто последует их примеру? Начнет ли это новую эру открытости в К-поп или разожжет конфликт между артистами и руководством? Это признание изменило восприятие Чингука и Тэхёна в мире. Теперь они не просто друзья на сцене, а два человека, пытающиеся защитить свое личное пространство под неустанным общественным давлением. Пресс-конференции не последовало, но эффект распространился как волна. В штаб-квартире HYBE стало тише, журналисты не решались задавать вопросы, понимая, что это деликатный и глубоко человеческий вопрос. Сотрудник рассказал о необычайно серьезном внутреннем совещании. Речь шла не об ущербе имиджу, а о страхе, что это позволит другим айдолам говорить честно без контроля со стороны агентства. Дело уже не в Чингуке или Тэхёне. Дело в системе, сообщил источник. Однако, несмотря на все это, Тэхён выглядел спокойным в аэропорту. Никакой маски. Никакого избегания. Лишь легкая улыбка, и в какой-то момент рука легла ему на грудь, жест, который Арми знали как знак «Я тебя понимаю». Подбадривающие комментарии сыпались на каждый пост. Арми не просили разъяснений. Они просто хотели защитить их. Тем не менее, за кулисами напряжение росло. Некоторые спонсоры пересмотрели свои планы на будущее. В индустрии, построенной на идеальных образах, честность может обернуться как катастрофой, так и революцией. Другие участники BTS отреагировали сдержанно. RM сказал в прямом эфире: «Смелость – это не просто стоять на сцене». Джину понравилась старая фотография Чингука и Тэхёна с дебютных дней. Чимин написал: «Не все нужно объяснять. Иногда все, что нужно делать, это слушать». Затем, на 4-й день, на старой платформе ARMY появилось видео. Чингук в маленькой студии, черная толстовка с капюшоном, без макияжа, глаза слегка покраснели. Он говорил тихо, но каждое слово пронзительно. «Я никогда не хотел никого обидеть. Я скрывал правду, потому что боялся все потерять. Но я понимаю, что еще больнее – потерять твое доверие. Даже если я потеряю сцену, я хочу сохранить то единственное, что держит меня в живых – мои отношения с Тэхёном». Видео длиной 3 минуты 51 секунду потрясло мир. Хэштеги «решетка трасти слов», «решетка протестюнкак» и «решетка УЭСИУ» стали мировыми трендами. Аналитики назвали это историческим моментом, возможно, поворотным моментом, когда айдолы возвращаются к своим личным историям. Не все это приняли. Некоторые обозреватели назвали Чингука наивным. Но их голоса утонули в потоке поддержки. Тэхён хранил молчание на публике. Но фотография, где он был один на балконе отеля, держа в руках маленький блокнот и глядя в ночное небо, говорила лучше любых заявлений. И по мере того, как мир постепенно принимал эту новую реальность, одна истина стала неоспоримой: правду невозможно скрывать вечно. Когда она выходит наружу, она может ослепить или исцелить, но, будучи высказанной, она меняет все. На рассвете следующего дня в Сеуле снаружи здания HYBE было холодным, а внутри – хаотичным. Телефоны звонили без умолку, сыпались электронные письма от спонсоров и СМИ, все с требованием ответов. Но никакой протокол не мог скрыть того, что голос Чингука вышел за рамки маркетинговых стратегий.
То, что он говорил, было голосом человеческого сердца, молчавшего слишком долго. И самое удивительное, что Эйар и Муай ответили с тихим уважением. Никакого хаоса. Никаких диких слухов. Только устойчивая волна поддержки, словно защитный щит вокруг них обоих.